А как же, собственно, происходит процесс доставки? Как вы знаете, мы изготавливаем упаковку самостоятельно. Мы сделали максимум, чтобы изделие доехало целым. Мы просим вас лишь провести такой стартовый осмотр. Здесь по краям везде проложен пенопласт. Посмотреть, что углы здесь целые. Мы несем безусловную гарантию на целостность изделия во время транспортировки. Привет, друзья! С вами компания Петробетон. Меня зовут Петр, собственник, и Михаил, руководитель отдела продаж. Всем привет! Сегодня об очень насущном вопросе. Нас очень часто заказчики спрашивают, а как же, собственно, происходит процесс доставки? Ведь вы в Челябинске, а мы в другом городе. И на самом деле доставляем мы успешно ваши изделия до адреса абсолютно в любом городе, и доставка всегда входит в стоимость. Исключением здесь лишь являются какие-то большие партии изделий, которые мы отправляем отдельными машинами в соответствующий пункт назначения. Да, доставка средней раковины из Челябинска в Москву, например, занимает от 3 до 5 дней. И во Владивосток или Петропавловск-Камчатск может быть 6-7 дней. Как вы знаете, мы изготавливаем упаковку самостоятельно, потому что это дает нам гарантию, что мы сделали максимум, чтобы изделие доехало целым. Это закрытые вот такие короба, внутри проложены пенопластом, сейчас будем смотреть с вами, подробно разбирать. Вот. И мы при доставке даем безусловную гарантию на целостность изделия во время транспортировки. Вот. А взамен всех наших покупателей мы просим соблюдать правила приемки от транспортной компании, и сейчас об этом поговорим подробнее. Когда мы заказываем машину для отправки вашего изделия, в электронном виде мы отсылаем заказчику вот такую памятку, с которой необходимо ознакомиться до получения, для того, чтобы процесс приемки прошел легко и успешно. И в ней, наверное, такой очень важный пункт: нужно подготовиться и взять с собой обязательно шуруповерт, потому что короб достаточно тщательно прикручен, и отвертка это делать достаточно долго, поэтому из амуниции перчатки, шуруповерт и можно принимать. Да, зачем мы про это хотим рассказать? У нас вообще очень маленький процент тех изделий, которые транспортная ломает, это меньше 1%. Но мы хотим сделать его еще меньше, мы хотим минимизировать его, и поэтому мы про это будем рассказывать. Как это обычно происходит? Бывает, что когда транспортная привозит короб изделий, по коробу сразу видно, что на нем повреждения. Бывает даже такое, до глупого, что они просто вилочным погрузчиком взяли и проткнули прям короб. Вот. Но бывает такое, что короб на терминале, может быть, рабочий уронили, у него вроде бы нет внешних повреждений или они не видны на первый взгляд. Заказчик принимает изделие, кладет его на месяц на объекте, потому что пока не пришла очередь, а потом распаковывает, и внутри оказывается, что что-то повредилось. Да? И поэтому очень важно изделие правильно принять именно когда его привезли. Вот. И вот этот внешний осмотр — это самое первое, что нужно сделать. Во-первых, это наша фирменная упаковка с логотипом Петробетон. Здесь есть номер проекта, который заказчик знает, потому что он соответствует номеру договора. Вот. И первый шаг — это осмотреть короб на целостность, именно на то, что не было его ударов, типа уронили. То есть нужно обойти со всех сторон, посмотреть, что все бруски, все уголки целые, и обязательно посмотреть снизу. Здесь есть верхняя сторона, написано «открывать здесь», то есть это крышка, с которой нужно будет начинать. И есть нижняя сторона, и вот на нижней стороне нужно тоже приподнять изделие и посмотреть, нет ли там следов удара каких-то мельчайших. К сожалению, транспортные компании не хотят нести ответственность за это, и когда есть доставка до адреса, то курьер не хочет ждать, он говорит: у меня нет таких полномочий, забирайте, я поехал, и нет возможности с ним вместе составить акт, если есть какие-то следы повреждения. Но что обязательно нужно сделать при приемке, это написать в транспортной накладной «принял без осмотра». Там нет такой строчки, но нужно снизу написать «принял без осмотра», поставить дополнительную подпись. Это дает нам возможность потом писать претензии, если что-то случилось, если что-то пошло не так. Здесь, да, мы просим вас лишь провести такой стартовый осмотр. Если у вас вдруг есть какие-то подозрения, вы просто делаете одну строчку, и для нас это уже огромная помощь для того, чтобы дальше... Эту строчку нужно сделать в любом случае. Даже если вы видите, что изделие целое, все равно написать осмотр, вернее, приняли без осмотра и дополнительную подпись. Дальше, что очень важно сделать,
После того, как приняли изделие и водитель уже уехал, не нужно его откладывать, если не пришла к нему очередь, да, для монтажа, не нужно его откладывать в долгий ящик, так сказать, а нужно сразу же открыть и посмотреть на самое главное, что же внутри. Наши упаковки всегда должны приезжать в том положении, да, горизонтальном, вертикальном, как мы их отправили. На любом коробе, помимо надписи «Питробетон», да, всегда есть стандартная маркировка, это направление, в котором стоит короб. И вот такая вот надпись «Открывать здесь» всегда говорит о том, что это верхняя сторона короба. Именно в таком положении изделие должно стоять на земле или на какой-то поверхности, и вот эта крышка должна открываться первой. Открутим верхнюю крышку и будем же смотреть, что Питробетон привез нам. Открутили все саморезы и аккуратно поднимаем верхнюю крышку. Обратите внимание, что, значит, как я говорил, здесь по краям везде проложен пенопласт 30 мм, мягкий, чтобы компенсировать какие-то удары и сотрясения. И еще очень важно, это то, что изделие закреплено внутри, так, что оно не может гулять, не может как-то болтаться. Вот такие вот бруски. Тоже проложен пенопласт для того, чтобы придавить его. Вот здесь, кстати, у нас есть еще комплект крепежных элементов, прям внутрь вложен. И есть вот такая вот паспорт изделия. Здесь расписано, что это за изделие, когда было сделано, номер проекта, размеры его и памятка по эксплуатации. Да, памятка по эксплуатации. Но так как в большинстве случаев изделие мы отправляем лицом вниз, то есть в данном случае раковина к нам смотрит своей тыльной стороной, да, не декоративной, но нас все-таки больше интересует именно декоративная сторона, и, конечно, нужно посмотреть ее, потому что с этой стороны вряд ли можно будет обнаружить какие-то повреждения скрытые, поэтому необходимо будет разобрать распорки. Сейчас это сделаем, достать пенопласт, достать кронштейн и приподнять раковину, чтобы посмотреть ее с лицевой стороны, той, которой мы потом будем наслаждаться в течение долгих лет. Ну, лучше запомнить или там, сделать несколько фотографий, как упаковано, чтобы вам потом вернуть в текущее состояние. И уже здесь мы можем оценить по обратной стороне, так скажем, целостность, посмотреть, что углы здесь целые, посмотреть, что нету трещин, каких-то сколов на обратной стороне. Вот. Но важно нам также осмотреть и лицевую сторону. Когда мы поставили раковину вот в такое положение, что нам важно посмотреть вот прям в первую очередь? Во-первых, целостность всех углов на лицевой стороне. Во-вторых, нет ли каких-то трещин. Если были повреждения и раковина целостность нарушена, то трещины видны невооруженным взглядом, они прям сразу достаточно большие. Если этого нет, все, можем запаковывать обратно и откладывать ее до момента монтажа. Нужно избегать того, чтобы короб попадал в какие-то очень влажные условия того, что он может намокнуть, потому что в отсутствии достаточного воздуха и большой влажности, то есть это не очень хорошая среда для долгого ожидания. Бывает, что раковины и погодные, и какие-то другие изделия по году стоят на объекте, и даже больше, поэтому нужно в сухое проветриваемое помещение, тогда можно короб надолго оставлять. Вот такие правила приемки, когда вы получаете изделие. Для чего это важно? Если вы обнаружили какие-то повреждения на упаковке или на самом изделии, незамедлительно сразу же нужно снять фото, видео, материал, отправить ответственному менеджеру, с которым вы общались в Питробетоне, для того, чтобы мы могли сразу же запустить процесс взаимодействия с транспортной компанией. Что происходит дальше? Если изделие повреждено так, что его там не восстановить никак, то есть серьезные какие-то повреждения или сколы углов, мы, как я говорил, несем безусловную гарантию на целостность
целостность изделия во время транспортировки, мы сразу же ставим это изделие в очередь на производство без каких-либо там лишних обсуждений. Точно такое же изделие ставим в очередь. Как правило, получается приступить к изготовлению в течение 15-20 дней. Иногда это бывает больше, в зависимости от загруженности, к сожалению. Но, к большому счастью для всех наших клиентов, это просто бесхлопотный вариант. Мы просто изготавливаем его, заново отправляем, сразу же за свой же счет. Вот. А все разборки с транспортными компаниями мы берем на себя. Даже не знаю, что добавить. Давайте качественно принимать, и тогда наш вот этот вот меньше 1% станет совсем нулем, и максимально быстро будут получать свои изделия и наслаждаться их пользованием. Да.